Раз, два, три, четыре, пять. Всем здрасте. С вами Сварк. И сегодня я хочу попробовать экспериментальный формат видео. Не будет каких-то обзоров, будет просто подбивание итогов недели. И, собственно, погнали. Ну, самое первое. Большая, наверное, часть собрала Кродера, Ледяного Стража из фракции Севера, который у нас был в слиянии. Чтобы его собрать, нам нужно было Орда Рарок. Из этих рарок мы делаем толпу эпиков. И с введением новых фракционок, в принципе, у этого перса есть все предпосылки для того, чтобы его качать, потому что у нас как бы у фракции Севера как таковых дамажников-то, по сути, не особо. Филин, Валька, да, окей, Шамир, на всякий случай, на черный день пойдет. У кого-то есть Маул качанный, у кого-то есть Ворот качанный, может быть, кто-то качал Эстрид, но тут у нас целая лего, которая играет от защиты. И в принципе, да, окей, если он, конечно, не играет так же, как Асхор, потому что как Асхора в защиту не наряжай, а он все равно не лупит. Потому что недавно мы проводили тест Асхора, как он танчит во время составления тирлиста, и мы поняли, что танчит он, так себе, а урон выдает в фулл дефовом шмоте очень печальный. Поэтому надеюсь, что товарищ играбельный, и я его даже когда-нибудь качну и сделаю по нему обзор. Но подведя итоги слияния, могу сказать одно. Очень неудобно, потому что очень нужно много фармить именно эмблем. И если закрывать какие-то этапы на тот же самый Забытый Дворец, если фармишь, то фармишь, окей, а если нет, там, сколько, 1100 очков, полчаса, час-полтора, хорошо. Но и все, готово. А здесь прям нужно потом уже упороться в фарм эмблем, в фарм опыта для апа рарок, потом апа эпиков. И на все про все я слил порядка косаря рубинов, чтобы и нафармить опыта с запасом. Там что у меня 3 миллиона на черный день лежит, увлекся просто. И эмблемки. И плюс без карты привилегий эмблемок падает, крайне меньше. Ну а мы идем к следующим. У нас у игры, у них точнее, стукнуло 5 миллионов загрузок. Нам написали очень много всяких событий, которые будут все стартовать с понедельника, как минимум. Также завтра уже, точнее уже для вас сегодня начнется вызов 1+1, тоже интересно. Зачем-то там ввели нового лучника, который по сути нафиг не нужен, но не суть, к этому подойдем чуть попозже. И донатный пак, где будет стабильная лего. Донатный пак стоит там 2 с копейками. Но и так как вы знаете, что донат в России вырос, я вам могу предложить скидку на любой донатный пак в размере 15% от его стоимости. Ну а если вы сомневаетесь и не хотите донатить через сторонние магазины, то я вам могу предложить оформить дебетовую карту Тинькофф All Games, где вы сможете получить 1000 бонусов за трату первых 3000 рублей. Но и это не все. У вас будет увеличенный кэшбэк на покупку игр в игровых магазинах в размере 3%. Вы получите 1,5% кэшбэка за покупку электроники и техники, и также на траты в любых кафе, барах, заказ еды домой, походы в ночные клубы и кинотеатры. Конечно же, 1,5% за такси и каршеринг и 1% кэшбэка за все остальные покупки. Ну и, конечно же, всем дадут чехольчик для карт. Поэтому, кому интересно, переходите по ссылочке. Ну а теперь к сути призыва. У нас из пакета легендарного героя появляется легендарный герой. Любой лидер старый, который у нас падает с синих также с небольшим шансом. И часть легендарных персов. Но, как показала пятница и часть субботы, у очень многих ребят, кто мне писал, с кем я общался, у кого я видел в чате, очень много падало резаков, а у кого-то были регулусы, часть полутала ситрамов, и кто-то получил себе несколько ноктюрнов. Напишите в комментах, что вы выловили вообще, кто покупал этот пак, потому что, отдавать за легу 2,5, там почти, как-то очень грустно и не особо много желания. Потому что, в принципе, с 220 синих нам тоже придет лего. Но тут уже дело каждого. Ну и продолжим. Также по ходу пьесы нам на первопроходческих серваках сделали вызов духа 1+1, так же как и на глобал сервере, но на глобале у нас сейчас идет x10 на Валерию и Асхора, а на первопроходческом x10 на Валерию и Кая. Зачем нам этого перса добавили?
Я не знаю. То есть, ну, чел работает с ловушками, да, он там активирует силки. То есть, по сути, это какой-то небольшой масс дамаг, но по факту, как бы у нас с лучниками, да, все нормально. У нас с фракцией странников все хорошо. Нам бы добавить что-то хорошее. Например, заточку шмота или чтобы древний миф выпадал как древний миф, а не вот как он падает сейчас, потому что это все очень на самом деле прискорбно, ну, по крайней мере, для меня, потому что это примерно, ну, вот такой шмот, и если это еще более-менее норм, шанс крита, как бы там два более-менее стата, то вот такие вещи, ну, я не понимаю, зачем они нужны. Здесь еще танка нарядил, бог с ним. Танку пофиг, что носить. Но по факту, если раньше мы ловили древний миф, и мы знали, что он будет, ну, плюс-минус хорош, у него будет как минимум 3 прока фиолетовых, у него будет как минимум 3 доп стата огонь просто, которые будут нужны для ДД, и у него мейн будет хороший, то, ну, колечко на ХП. Ну, я понимаю, что ледник, да, но собирать ледник через основу к ХП для ДД я как-то не думаю, что это будет плюсом, потому что я проверял на мерзости, у которой хороший статы с ХП, там почти 30, по-моему, если не больше, то все равно бонус к ОЗ в мейн стате дает меньше атаки по выходу, если мы берем бонус к атаке просто у того же ледника в мейн стате. Шмот, что сыпет, что точится, очень грустно и мерзко. Ну и следующая новость. Разлом пустоты. Внезапно у нас появился еще элитный разлом пустоты. То есть сложненько играть на сложном, либо на кошмарном. И нам сделали еще один этап элитный. А что, давайте потом ультра кошмар добавим, предположим. Или просто легкий, перед нормальным, для тех, кто только начал играть и понимает, что на 40-х своих, там, 45-х уровнях он там не всегда может пройти каких-то боссов. Просто там легенький сделаем, ознакомительный. Ну, почему бы и да. В пятницу вышла обнова, как раз таки вот вместе с этим разломом. И после нее, по крайней мере, играя на первопроходческом серваке, телефон стал греться прям в разы сильнее. То есть такая движуха уже один раз была у нас, по-моему, в позапрошлой обнове. Или в прошлой, ну не суть. Но все же хотелось бы, чтобы как-то прогонялись на каких-то средних моделях телефона обновления, чтобы выявлялись какие-то косяки. Ну, еще из таких крайних новостей на первопроходческом серваке. Ребята жаловались сегодня в чате, что создание артефактов прям вот не дропает. То есть, как говорится, кто раздавал, тому насрать в руки. Поэтому, в принципе, я пока, как и астрологи, наверное, не буду рекомендовать вам делать мифические артефакты в кузнице, потому что, ну, дроп что-то прихворал. Возможно, что-то где-то открутили. Но давайте подождем недельку, пока подфармим ресурсики и посмотрим, может быть, что-то все-таки и изменится. Ну а теперь к новостям на глобальном сервере. У нас запустилось событие «Писки времени», и параллельно с ним еще и испытание ярости. За прохождение всех этапов мы в первый раз сможем получать за первую наградку кусочки алмазиков, камушки призывов и вот такие вот медальки неистовства, которые мы можем потом тратить в магазине наград. И здесь, в принципе, я рекомендую всем брать, ну, помимо шардов, конечно, призыва, накопить на легендарный камушек навыков. Конечно же, энергия, ну, потому что ее всегда не хватает, понятно. Бусты покупать своевременно. Событие будет идти 2 недели еще, поэтому, в принципе, время есть, и бусты тратить прям, ну, очень в нужные моменты, а не просто их купить и забыть, что ты играл в эту игру. А вот такие камушки, они, в принципе, нам будут сейчас выпадать постоянно за фарм в виде доп. Награды. Поэтому просто больше фармите, а дальше мы уже будем посмотреть, что и как. Также у нас подходит к концу призыв лунерий из осколков. Поэтому, кто собрал, всех поздравляю. Ну, как минимум по одной штучке все залутали, потому что их давали за все вообще. Очень много лунерий осколков сыпалось за все испытания Оракула, за все турниры, за все, что можно. То есть все, что мы делаем постоянно в игре, она была везде в наградках. Поэтому как минимум одну вы залутали, кто-то 2, кто-то 2,5. И скажу сразу по поводу оставшимся осколкам, которые у нас лежат в рюкзаке. Их никуда нельзя продать, обменять, просто носим с собой. Потом, когда будет повторное событие, примерно раз в полгода, плюс-минус, мы сможем дособрать этих героев.
Но и вернемся к первопроходческому серваку. Нам добавили испытания фракции, последние этапы, то есть их стало сейчас не 9, а 12. И что я могу сказать? Ну, они стали душноватые на самом деле. Потому что вчера было испытание света, и как бы очень все хорошо, но опять-таки утверждаюсь в мысли, что Лайтлок такой себе хил. Была задача не уронить на 11 этапе кого-то из команды, что успешно я провтыкал, когда проходил ее, потому что у меня Лайтлок, по-моему, самый отъехал. Как только закрою все 12 этап, сделаю для вас видос. Но, а пока что, ваше мнение, как вам? Именно вот новые 10, 11, 12 этап фракций. Вообще, поиграли, посмотрели, понравилось, нет, сложно, не сложно. Из плюсов теперь мы в конце заберем все 275 очков, когда закроем все испытания и залутаем наконец-таки все сакралы, которые есть, а не вот то, что было у нас 159 из 160, 220 из 223 и вот все это остальное. Теперь также пантеон будет качаться чуть-чуть быстрее, потому что там вроде как должно накидывать слегка побольше эмблемов. Ну и давайте еще пару слов про новость, которая объединяет оба сервера. У нас убрали ботов на арене. Как минимум убрали их из повелителя, и теперь мы можем спокойно листать и драться с людьми, которые просто есть. То есть все эти люди, они состоят в кланах. Если что, эти кланы можно найти, увидеть и понять, что это живой человек, потому что в кланах ботов нету. Ну и понятно, что аренка на первопроходческом слегка подстаивает, потому что, ну, один человек вырвался вперед, он заберет аватарочку, и все, остальные все потихонечку дальше играют. То на глобальном сервере сейчас топ-1 по серваку уже имеет в своем распоряжении 6000 очков. Конечно, это не первое время, когда у нас было по 10 тысяч в среду, но все же 6000 очков на арене, на глобале, это прям мое почтение, это очень даже хорошо. Ну и давайте в поддержку деда зайдем к слаям и попробуем победить Линада на аренке, что, собственно, уже не доставляет каких-то проблем. А на этом все. И в завершении хотел бы поздравить еще Аскета с прошедшим 52-м юбилеем, а меня с достижением 6000 подписчиков на канале YouTube. Всем вам спасибо, всех вас обожаю. Ну а на этом все. Всем благосклонного рандома, богатого дропа и мирного неба над головой. С вами был Сварог. Удачи!